Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге в формировании единого импульса управления. В данной теме я показываю, каким образом совокупность систем управления, которые выявлены в виде оптики, например, действия или восприятия, вывести на единый центр и, сформировав этот центр, фактически считать управление законченным. То есть в данном случае само формирование импульса – это уже есть действие по существу, так скажем, вопроса. И в связи с тем, что такая постановка задачи ставится как структура просто фактически формирования, здесь надо быть внимательными с той точки зрения, что практически в момент формирования импульса мы решаем, получается, да, саму задачу. То есть как только импульс, единый импульс управления, фактически задача перестает формироваться, задача решена в этот момент. И поэтому, если, ну, скажем, в более иногда привычной системе обычного управления человек делает управление как бы от себя и путем волевой концентрации переводит управление, например, в какую-то цель, то в данном случае мы делаем определенный как бы собирательный уровень управления. И за счет того, что данный уровень фактически складывается из раздельных различных импульсов, надо здесь смотреть за точностью траектории. То есть мы должны очень четко понимать, как мы, вообще говоря, строим каждую траекторию, как оптика управления связана с реальной средой, да, с реальными событиями. И в связи с этим контролируемость этой технологии такова, что вы должны совершенно четко видеть, как каждый отдельный оптический элемент связан с ситуацией вообще, и каким образом вы влияете на данную ситуацию в момент формирования данного импульса. То есть, поставив задачу за один импульс сделать комплексное управление, нам придется фактически полностью прослеживать на уровне данной задачи каждое как элементарное, там, частное событие, так и система общих взаимосвязей. А вот в системе общих взаимосвязей получается, что здесь опять структура общности, она заложена в этой технологии внутри частного импульса. Потому что нам же нужно смотреть за конкретными событиями, значит, мы должны видеть систему реализации общего управления фактически внутри системы. Например, как делает Бог, да, с точки зрения, ну, предположим, построения человека. Выявленный в бесконечном уровне человек также проявлен, ну, скажем, своим физическим телом, да, внутренним состоянием, внутренними органами, так даже можно сказать. И получается, что исходя из данной системы управления, мы совершенно четко можем видеть вот эту вот задачу, так скажем, построения такого управления, когда изначально вечный человек, он начинает реализовывать структуру своей вечности. То есть в данном случае первичный импульс, да, первичная система управления, где изначально он вечный, все его дальнейшие действия выглядят как система реализации, то есть приход к себе, к вечному получается. И если мы, например, данную систему начинаем переводить на структуру любого импульса, там, любого события, то мы в любой другой среде, будет это или молекула какая-либо, там, атом или какая-то макросреда, например, Земля, да, большой массив информации в материальном понимании, то в любом случае мы видим, что эти системы вот, формируются именно как бы по внутреннему содержанию так, что вся внешняя система управления, она есть в том числе продукт деятельности, да, любой системы. И если по аналогии с тем, как делает человек, мы начинаем рассматривать внутреннее содержимое, что находится внутри системы, то мы видим, что чем глубже мы проникаем внутрь системы, тем более фактически получается системным, более контролируемым становится уровень внешнего контроля за системой. То есть в системе формирования импульса, кроме той аксиомы, которая сказала, что внутри содержится более конкретная, более общая величина событий, например, все макрособытия находятся внутри данного импульса управления. А еще и дополнительно мы имеем достаточно активный внешний контроль в динамике
если мы проникаем как бы во внутреннюю структуру событий. И получается, что сама динамика, вот, отслеживания каких-то конкретных ситуаций, так скажем, часто не требует именно в частном варианте каких-то конкретных деталей, потому что если даже рассматривать с точки зрения, например, структуры духовного видения ситуации, то отслеживать любое частное событие – это все-таки все равно, что смотреть на какую-то ситуацию в физическом плане, и вот забор этой информации о какой-то ситуации – это тоже время. Да? А если мы говорим о том, что нам нужно, там, например, мгновенно вылечить человека при некоторых ситуациях, или сделать какое-то мгновенное действие за счет собственных уровней, даже при условии, что, например, человек никак не откликается, да, он не знает, что происходит его лечение, например. А бывает задача, что это нужно сделать, в случае, если это АЭС, с этим человеком связано много людей и так далее. И безопасность людей зависит от его состояния здоровья, да, например. Тогда, получается, мы вынуждены иметь ту концептуальную модель, когда человек в любом случае жив и здоров. А здесь, значит, мы должны все внутренние системы, внутренние управление, как бы, да, внутреннее автономная, если область, то именно внутри этой области мы рассматриваем управление. Также все внешние связи, они стабилизированы. Значит, получается, что мы можем часто иметь задачи, которые, вообще говоря, относятся к задачам системного уровня. Человек, который имеет вечное развитие, он все равно должен, независимо от возраста, при любой ситуации, да, независимо от структуры понимания реальности, находиться в реальной фазе вечного развития. То есть никакое событие не может, например, его каким-то образом перевести в структуру неустойчивого управления. И в связи с этим получается, что уровень, например, преодоления каких-то экстремальных ситуаций – это один из сегментов просто структуры вечного развития. Просто в вечном развитии предполагается, вообще считается, что изначально эти экстремальные ситуации просто не приближаются. То есть при однотипном уровне как бы технологического момента это разный уровень вообще идеологический. То есть в вечном развитии экстремальные системы они не должны приближаться, чтобы лишний раз не перегружать, да, систему ровного выровненного развития. А с другой стороны, методологический механизм один и тот же, и с точки зрения логики. И получается, что еще один следующий уровень управления, как, например, в лечении сложных заболеваний, это тот уровень, когда любые системы имеют одинаковую характеристику действия, то есть универсальную систему. Значит, при формировании этого первичного импульса мы должны проходить как уровень рассмотрения внутри частной задачи общего, например, уровня макроспасения, затем вывод на динамическую систему, и из всего этого и со всеми дополнительными условиями формирование универсального импульса вообще как такового, то есть в любом действии этот уровень действует одинаково. Например, человек смотрит на какую-то систему физическим зрением, да, на любой элемент физической среды, он же считает внутренне, что он все воспринимает на одинаковом каком-то универсальном уровне восприятия, который называется, например, физическим зрением. И получается вот этот уровень, который как некий рецептор позволяет делать заключение о том, что все элементы проходят через своеобразный уровень некой такой канонической матрицы, и можно дифференцировать предметы. То есть, если задуматься над тем, как вообще дифференциация предметов происходит, кроме как через сложную систему, например, физических связей, да, то существует уровень дифференциации предметов с точки зрения того, что если Бог, например, делает управление, и Он все создает одновременно, значит, Он должен одновременно качество, да, создавать управление как во внешней среде, так и в системе восприятия. То есть для Бога вот этой границы, например, да, что вот идет некая такая своеобразная система преобразования или конвертации образа, потом образ попадает в восприятие, для Бога этот процесс практически он однотипный, он должен создавать везде управление заново, как в структуре восприятия человека, так и во внешней среде. Получается, с точки зрения Бога, формирование вот этого единого импульса, это фактически сделать так, чтобы просто было минимальное количество искажений, или их не было вообще, да, в идеальном случае. То есть в этом случае любая система восприятия, например, зрение человека, рассматривается как система
отсутствие как бы искажения, во-первых, а во-вторых, система перевода определенного понятия в какую-то другую среду, например, в структуру мышления. И для чего, например, Богу понадобилось именно вот этот механизм, да, реализовывать? Но дело в том, что вот перевод внешней среды в структуру мышления через указанные признаки создает на самом деле ткань физического тела. Вот если присмотреться к этому вопросу с точки зрения взаимодействия и рассмотреть, что ткань может создаваться, естественно, не только таким путем, да, но и любым другим, за счет просто репродукции мышления там, или продуктов мышления, за счет духовного восприятия, то именно перевод информации с внешней среды, например, в мыслеформу, вот этот механизм, он наиболее просто объясним и наиболее показательный. Значит, и когда человек создает свою собственную структуру, то у него происходит сразу же передача знаний другому человеку, да, о структуре тела, например, да, или о технологиях вечного развития. И вот этот момент, он напоминает именно момент создания, когда Бог создал другого человека, то он же имел какой-то момент времени, чтобы, ну, с точки зрения человеческого понимания, чтобы создать его как бы мгновенно, да, получается. Например, почему вот в вопросах воскрешение часто происходит практически мгновенно, а, например, удлиняется там период встречи иногда. Потому что вот именно структура реализации человека в этом мире, это структура одновременно и внешняя, и внутренняя. То есть человек должен включать в себя все системы, и динамическую, и локальную часть, но и общую. И получается, что тогда получается один элемент, что человек всегда есть, да, он всегда находится в своем изначальном состоянии, вот состоянии как бы первичной формы. Потому что, когда я говорю о том, что мы должны сформировать именно единый импульс управления, в данном случае я говорю, что в систему управления входит также физическое тело. Можно и так рассматривать вопрос. И получается, что уровень как бы собирания, да, фактически, ну, в кавычках, может быть, иногда напрямую, реализация физического тела, построение, это часть подсистемы. То есть мы таким образом переводим человеческое тело, там, ну, свое, да, например, можно перевести, или там, кого вы лечите, а в системе управления событиями вы даже можете рассмотреть свое тело в этой автономной системе. Единственное, рассматривать нужно так, чтобы когда вы приближаетесь к восприятию, у вас должен быть размер тела такой же, то есть не надо минимизировать, не надо считать, что вы работаете в маленьком пространстве, значит, как бы вы работаете маленькой фигурой. На самом деле вы должны воспринимать всегда свой размер и объем. Это просто упрощает управление. И когда вы, значит, продвигаетесь внутрь этой, например, системы сферообразной, да, скажем так, то очень четко сразу определены все связи. Ваше тело, или ваша мысль, имеющая форму тела, или там ваше духовное состояние, имеющее, опять же, форму физического тела человека. И все связи. Таким образом, по канону физического тела можно замерить и рассмотреть практически все системы взаимодействия, что приходит к вам. Почему управленец выбирает какую-то позицию, например, ну, в первую очередь, какую-то в другую очередь. И получается, что это можно рассмотреть, почему так происходит, вот в этой модели совершенно точно. Чем ближе возле физического тела сигнал, чем интенсивнее система преобразования, да, внешняя информация как бы внешней среды, так скажем, и в структуру тела, и чем глубже мы заходим в управление, тем точнее видно, или абсолютно причем ясно видно, что чем глубиннее, так скажем, механизмы организации тела через эту систему, тем быстрее человек принимает решение заняться именно этой проблемой. Значит, любая проблема находится в сущности человека, во-первых, а во-вторых, получается, что человек всегда принимает правильное решение, логически, он принимает только те решения, которые необходимо с точки зрения объективизированных процессов реализовывать. То есть, сложив все это воедино, нельзя сказать, что какая-то мысль возникает случайно, и проследить реакцию на тело. Любое решение фундаментальное. Когда уже дальше человек начинает выходить из уровня управления в систему следствия, то здесь уже возникают частности, да, и система выбора решений. И получается, вот абсолютную свободу Бог дал человеку именно в структуре, когда каждый его единственный выбор, именно с точки зрения макросозидания, естественно, там просто созидания, он является правильным. То есть просто структура созидания – это правильная позиция, внутри нее человек может, ну, в общем-то, быть абсолютно свободным.
Значит, абсолютная свобода в структуре именно созидания. Да? Вот отсюда выведена такая модель. И когда вот эта сфера начинает расширяться, то любой внутренний смысл, это есть внешний смысл или смысл личности, так человек начинает получать знания. И когда, например, мы видим, что эти знания конкретно за собой несут, это может быть там, образ какого-то человека, это может быть какое-то действие, там, регион, то видно, что образ человека, он фактически все время есть в этом месте. То есть, так скажем, древняя, там, изначальная какая-то реликтовая память, так скажем, да, самая начальная, что это воспринимается как то, что здесь все время было. Просто идет перемещение физического тела вокруг, на уровне информации этого образа. То есть можно увидеть уровень, когда любой внешний образ именно человека, это есть центральная часть. Человек воспринимает другого человека в этой системе координат, именно единого импульса, как центральный уровень управления. Потому что он воспринимает так же, как свою собственную позицию. Как можно воспринять центр, да? Только восприняв, что другой человек это тоже центр. И это будет правильным восприятие. Тогда получается, чтобы данный центр освоить информационную в плане помощи даже, какой-то может быть, не такой и быстрый, да, он нуждается человек. Значит, нужно возле этого центра совершить какие-то движения динамические, то есть рассматривать структуру своей информации и получать с внешнего управления. И получается, что тогда еще больше вы постигаете структуру своего, стабильного, да, состояния. Вот почему, чем больше человек практикует в управлении, тем больше он получает фактически за счет собственного опыта решение своих же задач. То есть такого понятия, что он тратит ресурс или это ему неблагоприятно, в данном случае видно, что это совершенно не так. Что чем больше он работает, тем оптимальнее он решает все свои следующие ситуации. Также действует и Бог. У него же все-таки каждая следующая ситуация для, вообще говоря, мира, она всегда может быть лучше, потому что количество событий увеличивается. В общем-то, в первую очередь, увеличиваются в данной технологии, это видно, именно позитивные, созидательные события. И если какие-то негативные системы начинают развиваться, то они, как правило, имеют изначально частный характер, и только если их слишком опустить в развитии, да, тогда, возможно, негативные какие-то более сложные элементы, более массированные. И получается, что вот именно уровень созидания, когда мы рассматриваем как систему действия в данном импульсе управления, то в едином импульсе система созидания выглядит как некая такая направляющая дорога, внутри которой мы должны четко работать с точки зрения контроля за прогнозными системами, потому что можно поставить структуру созидания, и, естественно, понятно, что это всегда приведет к позитивному уровню. Но ведь, например, если взять какие-то направления научные, да, и так далее, то здесь надо все-таки всегда четко прослеживать, что несет для общества, например, та или иная система действий. То есть здесь получается, что мы должны четко прослеживать результат действия. Например, есть духовный принцип, а когда в этом принципе человек работает, он всегда макросозидатель. Когда о материальном уровне, например, контроль за научными технологиями приборного типа и так далее, то здесь получается, что обязательно нужно знать совершенно прозрачно будущее. И вот следующий аспект, да, следующая аксиома действия в построении единого импульса управления – это четкое знание вплоть до технологических параметров каких-то процессов будущего. Если это техника, значит вплоть до устройства, если это событие, значит детализация связи события с какими-то основными элементами данного события и так далее. И когда мы начинаем ставить такую задачу именно полной детализации, то есть умение детализировать, умение соединять, обобщать и так далее, то получается, что сам человек в момент, самосборки, так скажем, да, он фактически планирует места, где рассредоточена или как-то сформирована конкретная информация, которая касается его конкретной проблемы. То есть в данном случае я как раз выявил это управление, что в этом едином импульсе управления мы видим, что человек фактически сначала сам себе формирует задачу на более раннем уровне, потом сам же расставляя систему управления, чтобы
задачу решить, получается. И вот когда мы начинаем думать, а вот почему он изначально так вообще поставил задачу? Ведь на человека никто не влияет, да? Бог его создал, и дальше он уже свободен. Ну и в процессе создания он свободен. Но здесь вот есть очень большой статус в действии, да? Значит, если взять и сравнить, вот идет процесс именно самого создания, да, самоорганизации, самосоздания там, Бога и человека. И вот взять и понаблюдать, в чем вообще разница, когда самого создается Бог и когда человек, например. Значит, и получается, что у Бога же задача еще создать человека. Значит, и, логически сразу понятно, да? А дальше получается вот это вот соединение линии, вот как там сравнить, если так совершенно в модельном таком уровне, как соединяет некая пуповина, да, вот когда рождается ребенок, то вот этот уровень, вот эта вот связь, она находится не внешне, конечно, да, но внутри человека. То есть человек обладает, так скажем, дополнительным элементом, который изначально ему дал Бог, и который находится внутри этого человека. Вот эта связь. То есть получается, этот элемент, в чем его разница от всего прочего, что вокруг человека, что он был создан как бы до создания, да, человека. И мы начинаем именно во всем понимании, там, например, там, физическом в том числе, и мы начинаем приближаться к уровню, где вот некая платформа, там, да, информация, где создается непосредственно душа человека, где время имеет как бы следующий ход, то есть в том числе обратный ход. И когда мы вот этот вариант начинаем рассматривать, то именно в формировании единого импульса управления, естественно, нужно уметь варьировать время. Можно здесь работать на структуре приостановки времени, да, развития событий во всем мире причем, значит, или же увеличения. И структура управления такая, что когда мы начинаем работать именно, как бы с колесом времени, так скажем, в субъективно-объективизированном понимании, потому что здесь влияние на время – это влияние на конкретную материю через эту технологию, то можно, например, достаточно, кстати, эффективно лечить, в общем-то, сложные заболевания, которые имеют какую-то, может быть, генетическую природу иногда или там наследственную. Если такие заболевания существуют вот в поле управления, да, вот какого-то локального в действии, то имеется в виду, что может быть так, что вы работаете первичным импульсом, и заболевание излечивается не потому, что вы работаете над этим конкретно заболеванием, потому что вы просто знаете систему управления. А если вот уже существует, то есть введена, то есть вот у вас есть задача там кого-то вылечить, и этот человек имеет, например, какие-то проблемы, которые могут относиться к более длительному времени, не обязательно генетические, может тяжелые хронические с многократными рецидивами и так далее. Тогда получается, вы должны как бы реструктурировать систему именно будущих событий, да, так скажем, на длительной платформе. Вот, а потом, в принципе, принципиально вообще никакой разницы нет при лечении заболеваний. Есть какая-то структура управления, с точки зрения управления, это просто управление. Не имеет практически никакого значения именно для универсального управления, какова природа, главное массив, да, информации. Есть ли там генетическая основа или нет. Может быть, это достаточно условный уровень понятия именно основы с точки зрения генетики, там, именно что насколько участвует, да, именно генетический уровень. То есть здесь надо постоянно выводить управление к более меньшему, к более там, слабому импульсу и так далее. И когда вы видите эту структуру, то вот управление временем, просто-навсего сжатие участка времени, например, в управлении, например, лечением человека, позволяет достаточно развитую схему реструктурировать. То есть заболевание, или, может быть, это событие, не обязательно заболевание, значит, где очень подготовлена какая-то ситуация негативного типа, достаточно просмотреть, какая схема развития событий. Ведь единый импульс управления, когда вы им занимаетесь, он дает очень большой, иногда колоссально большой опыт в плане анализа ситуации.
И вот эта форма, которая возникает в управлении, она такова, что вы практически диагностируете примерно или там даже точное, если прогностический уровень свой увеличиваете, можете увидеть точно события будущего, какие планируются, по крайней мере, да, если они негативного толка. И тогда просто-навсего варьирование временем позволяет эту модель как бы реструктурировать, потому что не совпадают элементы времени, то есть запланированная матрица, она не подходит. Да? Значит, тогда получается, что в этом случае происходит сворачивание негативного события в структуру первичного импульса. Например, там, если задуматься, зачем вообще нужны негативные события, вообще зачем Бог там позволил, так скажем, с точки зрения логики, да, создать эту систему, или же зачем она нужна, так скажем. Так вот, с точки зрения развития, человек должен контролировать систему и выводить ее на более общий, более доступный уровень, но он же это должен делать, исходя из своих возможностей. И получается, что если, так как у него возможности могут быть разные, у каждого человека разный уровень, да, разная точка положения там, информации, так даже скажем, а тем не менее люди все равны, значит, получается, что должен существовать некий признак равенства. Так вот, именно преодоление, система преодоления, это и есть один из признаков равенства. Вот, чтобы не было лишних проблем и как бы не приходилось преодолевать какое-то дополнительное количество там, ненужных событий, достаточно только уравновесить, как бы уравнять системы, события, людей, то есть выработать там отношения равенства специально, если нужно, и так далее. И получается, следующим уровнем управления является уровень как раз-таки уравнивания фактически, то есть равенства в действии любого объекта информации. И если созидательный уровень, как я сказал, он варьируется очень мощно, то есть от большой сферы там, до точки, потому что там полнейшая, да, свобода действий, то увидев, например, там, негативный какой-то образ информативно, можно взять из созидательного спектра вывести маленькую точку, то есть поменьше область, и уравнять. Признак равенства. Сделать большую негативную область маленькой, сжать. И здесь получается, что вот элемент сжатия, да, вот в этом уровне управления, это как раз-таки есть преобразование такого тока дополнительно, что кроме того, что вы сжимаете, вы можете в маленьком элементе позитивного плана, который содержит все предшествующее, да, позитивное, сформировать такое взаимодействие, что отрицательный импульс становится по форме такой же, как положительный. То есть отрицательная информация начинает работать на вас, да, фактически получается. Но, естественно, здесь не должно быть каких-то там перегибов, лучше бы по возможности не допускать, да, какой-то отрицательной информации, но тем не менее, как я сказал, если исходить из именно уровня признака равенства, то именно система преодоления говорит о том, что вы должны что-то преодолеть. Тогда уравниваете систему, и вы будете преодолевать быстрее. Следовательно, если каждый элемент от одного элемента к другому вы уравниваете, в принципе, позиции в управлении, то вы ускоряете управление внутри автономной системы. Вот это вот колоссальное, очень важное, с большими следствиями свойство управления в одноимпульсной системе, что ускорение происходит внутри как бы ограниченного модуля фактически. И, например, там, в моем учении о Боге изначально, где именно ставятся вопросы реализовываться, действовать так, как действует Бог, именно как учит действовать, да, понимать Бога. Здесь получается, что вот это действие ускорения имеет принципиальный смысл. Бог, который включает в себя все события мира, восприятие, в управлении, там, в локальных действиях и так далее. В общем-то, в структуре даже по аналогии с тем, как думает человек на будущее, в структуре даже, в общем-то, планового развития некого, там, то, что он планирует. Получается, что здесь, в этой системе, именно развитие скоростных характеристик внутри системы, это важная показательная среда, позволяющая самого Бога видеть просто. Причем на любом расстоянии, в точке местности. То есть позволяющая видеть, как Бог конкретно строит управление, например, да, как проходит это управление с точки зрения, например, его импульса управляющего. И получается, что когда вы начинаете в этот момент решать свои собственные задачи, то, в принципе, становится очень понятно и быстро вот это как бы
разбиение какой-то ситуации на отдельные составляющие. Вот, например, первый импульс восприятия, почему человек так или иначе как-то ситуацию определяет, то есть воспринимает какие-то элементы, что они, например, там являются движущими себя какими-то элементами, разный тембр, уровень, разные краски, да, и так далее. И вот эта система распределения, это и есть тот уровень, который позволяет говорить о том, что в первичных импульсах человека присутствует знание, полученное от Бога. Изначально, да? То есть можно это проследить на уровне очень близкой, как бы префронтальной волны света, где есть действие Бога, и идет совпадение совершенно четкое действия человека и то, что до него сделал Бог, получается. То есть световая волна человека просто-навсего часто идет синхронно. Тогда что, например, да, мешает или простанавливает человека всегда так поступать? А вот именно контакт между этой волной, где есть действие Бога, и самим человеком. То есть, если в случае, когда Бог организовывает человека, это действие, идущее к человеку, то контроль за внешней именно волной, это все равно, что фактически внешний объект информации вам подает информацию какую-то, и вам нужно получить постоянное, ну, некое такое даже определенное слежение, что ли, определенным зрением, похожим на, причем точно часто похожим на физическое зрение, вот на уровне духовного плана, где вы отслеживаете эту волну. Это, если так вот сравнить, по аналогии с тем, как делает Бог, то это фактически, когда человек обучается у Бога и смотрит, что он делает, то внешний элемент информации в этом случае смотрит на человека, да, так можно сказать, в кавычках смотрит, как бы реагирует. И когда у Бога стоит задача научить человека, то есть в структуре автономного тела, имеющего возможность вечного развития, а некоторые тела уже в современной истории информации так и развиваются. То есть уплотнение информации в единице массы происходит с бесконечной скоростью. А потом при определенном таком совершенно четком, что ли, уровне, который воспринимается совершенно однозначно четко, вы видите, что скоростные потоки такие, что бесконечная скорость становится самой, например, клеткой. Или бесконечная скорость становится человеком самим. И получается, что человек себя воспринимает всегда как систему максимальной скорости реализации в мире. То есть скоростные процессы максимально, они равны бесконечности фактически. И когда человек научится себя так воспринимать, то, естественно, его позиция становится очень устойчивой в этом мире. Бесконечная скорость всегда обладает способностью уйти от проблемы или там предварительно решить проблему. Главное это технологически понять. И вот здесь вот возникает именно задача технологии. Вот когда вопрос технологический, то получается, что система общего контроля, она для чего-то нужна в тех, да, или иных условиях. Ну, понятно для чего. В общем плане речь идет о признаках контроля, о задаче контроля. Но ведь часто мы говорим о том, что эта система контроля должна быть реальной. То есть она фактически подразумевает, что в каком-то действии вы практически, ну, в общем-то, делаете, имея только признаки нормы, и, в общем-то, диагностируете и знаете, что это действительно нормально. А в каком-то случае это конкретные события, не признаки, а конкретные события. И вот переход управления от признаков, от того, что соответствует мышлению, да, человека, от каких-то планов там, к конкретному событию, вот это уже как раз-таки формирование, значит, такого статуса этого единого импульса, когда вы, фактически свернув свое событие, да, в структуру уже геометрическую, и считая, просто вот создав такую систему, что вы считаете, что это и есть единый импульс управления, вот здесь вы уже получаете его естественное движение. И в первом отрыве этого импульса, как только он начинает там двигаться, эта сферка, вы получаете мгновенную реализацию. И вот чтобы реализация была устойчивой, вы должны сразу же получить еще больше спектр действия, там, вопросов или, наоборот, решений. Так жизнь не устроена. Решение одного, а дальше это вопрос все равно есть. Да? И вот сейчас сделайте такое управление. Сведите в этот единый импульс, некую сферку, и отпустите. И вот первый срыв – это уже решение. Но контроль этого решения, что дальше конкретные или там общие, обобщенные вопросы.
То есть вы не где-то в автономном каком-то абсолютном пространстве оторванном остаетесь, как бы управляя, наоборот. Естественный образ – это следующий вопрос, следующие задачи. Так что вот сейчас поуправляйте лучше конкретными задачами, и я поработаю вместе с вами. А когда вы управляете, постарайтесь четко все-таки зафиксировать, как бы вспомнить, может быть, даже неоднократно свои задачи. Посмотреть, почему появляется следующая, там, третья задача, откуда вообще возникает следующий уровень реакции, да, на какую-то реальность. То есть постарайтесь понять именно фундаментальный как бы корень вашего действия. И вот когда вы этот импульс начинаете видеть как структуру уже притока, получается, к первично сформированному импульсу, ведь тем не менее мы же должны все равно сформировать один импульс, его оставить и, в общем-то, дальше, например, заниматься, может быть, там другого типа технологий. Тогда получается, что здесь вот именно вариант автономности, некого отрыва импульса все равно должен быть как можно более полный или там совершенно полный с точки зрения действия. Так вот здесь вот именно понятие совершенно полный – это то, что при развитии этой ситуации там, в бесконечное будущее, вот этот как бы некий шар, там, сфера событий, эта сфера, она начинает обладать определенной периодичностью, то есть ее будущее развитие все время в какой-то момент переводит в начальный уровень, откуда она начала движение. И вот эта вот периодика, это есть то, что создается на Земле. С точки зрения того, как это делает Бог, это один уровень, когда сфера стремится к начальному уровню, и как делает человек, когда сфера исходит от этого уровня. Значит, исходящим уровнем является уже действие человека, а действие Бога – это входящий уровень. Ну, логически так и есть. Просто в данном случае это есть управление, уже идущее с точки зрения как бы будущих процессов действия. И получается, что исходя из этого мы очень четко можем видеть, ну, чтобы именно в многосложной системе стараться держать управление все время, надо работать на концентрации задач или там, на состоянии, при этом подразумевая, что да, ваш элемент сознания находится в многосложной системе, там происходят периодически какие-то движения, вы до того момента контролировали какие-то конкретные импульсы, но в какой-то момент нужно выйти на управление, когда это не обязательно. То есть достаточно, вот, например, восприятия физического тела. Этого достаточно для реализации управления. И вот внутри сознания, конечно, человека на каком-то уровне существует постоянное воспринятие этой информации, и вот это вот восприятие физического тела таково, что если мы, предположим, рассмотрим такой термин, как воспринять, да, то это мы принимаем эту информацию, восприятие можем рассматривать, но, например, не принимать в том виде, то есть преобразовывать. И получается, что исходя из этого, мы можем очень четко увидеть, что в фундаментальном смысле управления именно из-за восприятия вот, строятся определенные там, конкретные позиции управления. То есть мы можем заниматься таким управлением таким образом, что варьируя восприятие, причем как мы захотим, вот этот конечный, так скажем, импульс строить таким, что независимо от структуры восприятия мы имеем один и тот же импульс. То есть для этого нужно посмотреть реально все будущее развитие и построить импульс, который просто бы включал систему будущего развития. А как, например, узнать, что вы распределили там будущее развитие точно, да, по времени, и как тогда человеку любому там постараться взять прогноз, да, о своем развитии. Ведь в системном уровне люди все равно будут знать прогноз достаточно точно. Многие совершенно точно. Получается, что работа с известными событиями – это ведь еще и структура понимания, зачем человеку это нужно в какой-то момент. То есть он может начинать работать, а вот именно выдерживание стратегического прогноза – это есть уровень передачи информации. То есть человек посмотрел на события, и чем больше он, значит, управляет дальше, при этом есть абсолютный прогноз, который все равно реализовывается именно в позитивном плане. Значит, человек должен еще и, например, там, привыкать, да, вот ему человеку сказали,
который не был подготовлен, что у него там, в любом случае будет вечная жизнь. Или доказали на каких-то конкретных примерах. И он тогда ставит задачу вот именно реализацию этой вечной жизни, получается. То есть информация заставляет как бы его, ну в кавычках, может быть, иногда реально, это некая нагрузочная система, что начинает работать в этом направлении. И вот эта вот некая нагрузочность, как бы внешняя нагрузка, что ну, как бы обязательность действия, да? Существуют моменты, когда необходимо действовать, что-то обязательно как-то делать, там, например, человек там зарабатывает какую-то зарплату, как-то он использует эти средства, или он там что-то делает на уровне управления, это какие-то системы обязательных действий. Получается, что исходя из возможности, необходимости этой системы, можно вот этот внешний импульс, там, встречный, да, из которого собирается уже единый импульс управления, эти системы сделать такими, чтобы вы получили практически мгновенное понимание своей системы. Вот, что тянется в ваш центр, да, в ваш единый импульс. Вот, именно сканирование и выравнивание этой ситуации как мгновенного действия и, возможно, не дифференциации, а именно это выглядит как некие светлые потоки, которые не обязательно несут какую-то информацию. Просто вы на определенном уровне знаете абсолютно все про эту информацию, но вы можете не переводить эту структуру сознания. Но если вы знаете все, на каком-то уровне все равно вы реагируете на это все, да, фактически как бы строите, детализируетесь. Значит, в чем там разница? Просто-навсего получается разница будущего, скажем, да, известного будущего, там, неизвестно в том, что в случае неизвестного человек просто не хочет работать в этой области, ему некогда, например, у него много других событий. Если он очень, ну, как бы, или озабочен там ситуацией, которая должна обязательно реализоваться в будущем, пусть она созидательного типа, то он тогда просто применяет усилия и реализовывает это будущее. То есть, получается, по большому счету, любой человек вполне может иметь совершенно точный прогноз будущих событий, просто исходя из своего действия любого. Вот это, в принципе, я вывел как закон в данной системе универсального единого управления. Потому что если может один человек, значит все люди, естественно, могут. Это как постулат. Им надо просто научиться. И получается, что, исходя из этого, в автономной системе наиболее просто учиться. Есть замкнутая сфера информации. Получается, что в этой сфере практически ну, там, делать нечего, какое-то количество вариантов можно реализовать, но это какое-то конечное количество вариантов. То есть обучиться можно для данного какого-то метода управления всегда конкретными данными там, системами, для данного метода, изначально избран, например, вами. Если избрана система, ну, как бы, за счет внешнего управления, вам нужно проработать через любой другой метод, который у вас существует, да? Ну, выбора нет, у вас, например, может быть ситуация, что один какой-то метод управления. Тогда получается, что это свойство тоже должно быть универсальным. То есть вся система должна равняться одной системе, одному импульсу. Весь мир в своих действиях соответствует одному действию Бога. И получается, что исходя из этого мы вполне можем как бы вырисовать вот этот путь, каким образом вот это макрособытие входит внутрь частного события. То есть как одно действие Бога, например, вывести таким образом, чтобы ну, этот мир, в общем-то, как бы перетек, да, внутри одного действия Бога. Вот, а для этого нужно, чтобы каждое событие практически было бы, ну, во-первых, индивидуальным, да, признак индивидуальности, во-вторых, дифференцируемым, то есть каким образом происходит управление, и, естественно, куда должно внутри некой общей области прийти это управление. И получается, что здесь мы имеем такую характеристику управления, что при переводе каких-то величин из одной там, в другую, прежде всего имеет значение именно ваше человеческое тело или ваша человеческая душа, да? Где вы совершенно четко работаете на параметре тела физическое или там, душа, дух, сознание, ну именно ваша категория управления. И при этом практически
имеете тот уровень распределения информации, что взаимодействие между известными вам понятиями создает всю внешнюю картину мира. То есть надо просто рассмотреть время взаимодействия. Например, пойти в более раннее время, исходя из текущего положения физического тела, там, души, духа, сознания и любых других элементов, относящихся, например, к личности человека. И посмотреть, каким образом здесь происходит уже уровень как бы перехода управления как бы в зону или там, в конкретной области совершенно четкого, совершенно конкретного контроля за информацией. То есть любой объем информации здесь, он такой, что вы начинаете, двигая управление от вас, значит, выводить управление практически на первичный уровень, то есть на уровень действия Бога или там, к Богу напрямую, да, показывать. Вот когда действие настолько быстро, что сразу попадает любое действие на уровень восприятия Бога. Когда оно, во-первых, очень локально в единый центр попадает, да, как бы внутрь максимальной концентрации, и одновременно находится во всех бесконечных элементах. То есть связь бесконечной динамики и очень точной централизованной статики. И вот тогда вы получаете, значит, и как мгновенную систему обучения, так и то, что каждый импульс можно здесь рассмотреть, как он практически действительно сворачивается, в общем-то, в определенную сферу управления, которая фактически может быть сферой всегда решения текущих вопросов, связанных с вами, и одновременно макро, там, каких-то глобальных систем управления. И вы приходите к тому, что когда внешняя система реальности достаточно как бы активно проявлена, и вам нужно держать управление с учетом некого сопротивления, то здесь надо видеть, что когда речь идет о уровне сопротивления, то вот внутренний уровень, он более часто на первичном уровне эффективный, потому что если происходит какое-то действие первичное, и при этом в данном действии вы видите, что приближается какая-то волна, которая нуждается в контроле, да, она может быть не обязательно негативная волна, значит, то здесь получается, что вот именно уровень вашего действия личного, когда вы начинаете делать управление от себя и действия там, другой системы или там, других людей, это есть уровень, опять же, интегрированный в задачи макросистемы логического типа, например. Да? Ну, предположим, из логики можно сделать такую систему, как профилактика каких-то возможных систем управления такого типа, которые негативно могут быть. Потом предотвращение, если это необходимо, каких-то ситуаций, связанных с возможными явлениями там, отрицательными, да, каких-либо именно катастроф, или же, может быть, около этой информации, но стараться не прикасаться как бы, к этой информации, потому что умение работать внутри системы – это умение выводить негативную систему как бы изначально. И если человек это понял, он уже сразу получил знания, ему дальше, в принципе, делать уже ничего не надо. Он знания получил, и в общем-то, дальше идет естественное развитие мира, да, то есть он реагирует на какую-то ситуацию, у него все благоприятно складывается, и все. Ну, частые моменты там, в действии людей, видимо, когда они что-то делают, достигают потом какой-то период, ну, как бы отдыха, да. Если мы рассматриваем по отношению уже к людям взрослым, то все равно у человека сразу существует следующая задача. У детей она тоже существует, но у детей, получается, там, меньше там, задач. Видимо, можно так подумать, что, учитывая, что он не имеет там, полных прав, да, до 18 лет, то здесь получается, что здесь вот именно структура реализации выглядит так, что чтобы все были равными и дети могли участвовать в управлении, это есть уровень, когда все частные задачи, частные мысли, пусть они даже там выглядят по-детски там у детей, или же они имеют вообще какую-то форму, значит, ну, совершенно новую, там, не соответствующую каким-то задачам, значит, или, может быть, не соответствует просто по динамике, то все равно эти действия должны приводить к макроспасению и к тому, что вот этот импульс единый, получается, импульс макроспасения, он практически должен реализоваться таким образом, чтобы когда формируется вот этот единый импульс, он должен быть таким же, как это делает Бог
в своем действии соответствующим действию Бога, а действие Бога соответствует Ему самому. Получается, мы имеем прямой путь к Богу, Его лично-физическое восприятие, когда прослеживается вот эта вот система, в общем-то, ну, как бы многократных действий. Значит, один еще следующий уровень формирования единого импульса – это многократность действия, связанная с логическим причинно-следственным уровнем первичной задачи. И вот эта многократность, она может формироваться в зависимости от того, как вы хотите, или, значит, индивидуально, там, каким-то многократным действием физического плана, или же, значит, вы можете практически ее создавать за счет структуры мышления, так скажем. То есть, возвращаясь к структуре управления и работая с прошлым, можно вывести управление таким образом, что вы фактически получаете много резервирования управления за счет того, что через любую систему управления вы можете достигнуть обязательности, что и требуется в вечной жизни. Да? То есть получается, что вот именно одноимпульсность или единый импульс управления, который вы рассматриваете для, например, частной задачи, он получается наиболее, так скажем, эффективным только в случае, если вы учитываете именно макроспасение, макросвязи и так далее. И получается, что когда вы начинаете делать управление, фактически как бы от себя, но и по своим задачам, да, имея внешний свет управления, то можно проследить, где в этой задаче и конкретно, так скажем, как вы взаимодействовали на уровне, например, действия к вам. То есть в чем была ваша когда-либо там решенная частная задача, то есть как сделать повтор. Но именно повтор в информации – это есть уровень, который очень своеобразный. То есть это уровень, который говорит о том, что человек должен дифференцировать, что это повтор, а во-вторых, понимать уже следствие. Вот можно сказать, что информация точно так повторилась, если, например, нельзя сказать, что она может повториться в будущем или там видоизмениться, но это уже будет непрямой повтор. Получается, что если мы делаем такую систему управления, то здесь достаточно четко выявлены, значит, следующие критерии вот этого одноимпульсного управления, что сам повтор системы, то есть некая однотипная система или использование примерно универсальных методов, естественно, нуждается в адаптации, в коррекции, если вы где-то получили результат. Это не значит, что он совершенно точно должен быть таким же в известной системе, потому что мир преобразовался, значит, нужно ввести корреляционный какой-нибудь коэффициент, какое-то действие. И вот этот уровень какого-то действия, это, в общем-то, практически, значит, то, как вот этот коэффициент создать, да, использовать предшествующую систему знаний, и при этом считать, что до какого-то времени, там, для какого-то момента вполне достаточно бывает какого-то уровня там, предшествующих знаний. Например, вы там, читаете лекцию, рассказываете какие-то знания по моему учению. Можно здесь очень четко выявить структуру управления, когда, вот, например, некое личностное, да, динамическое действие часто может иметь больше информации, чем там системная подборка статистики, например, да, хотя статистика может быть там, как со стороны наблюдателя более там убедительна и так далее, но с точки зрения действия всегда личное мнение, то есть личное мнение человека, это есть уровень, который позволяет практически, в общем-то, реализовывать вот эту систему одноимпульсного бесконечного развития, потому что это его личное собственное решение. Как вот, например, задаться вопросом, если что нужно человеку сделать для того, чтобы вот именно действие его личное было как бы оправдано, что для самого человека, и он посчитал, что, значит, он сделал правильно, да, первичный уровень личного решения. Вот здесь вот имеет значение, естественно, макросозидательность, это в первую очередь, то есть как бы контроль за тем, нет ли даже на уровне информации, вот, по возможности вот этого негативного действия, да? А затем уже переход в реальную систему, что нет, когда на уровне информации, это значит стабилизация этой системы в управляющем действии. И уже дальше, когда вы
стабилизацию провели, то получается, что это есть уровень, который позволяет фактически, ну, там, реагируя на какую-то ситуацию там, внешнюю, да, или там, внутреннюю, он позволяет видеть, что даже в условиях там, макроуправления, комплексного управления вы имеете тот уровень, что освоение каких-то знаний, там, восприятие какого-то уровня, это вполне достаточно для того, чтобы там, решение принято, там, и человек, в общем, освоив систему или там, сделав управление, переходит к следующему типу или там, спектру задач. То есть вот именно конечность действия в этой системе достаточно четко выражена, что именно действие, которое приводит к результату. То есть вот в этом случае я просто-навсего с разных точек зрения показываю развитие фактически импульса управления. То есть показываю, каким образом импульс может развиваться, не говоря о конечном свойстве импульса. Вот обратите внимание, что я просто говорю, что вот импульс может развиваться так, да? Он может таким или иным способом реагировать на какую-то ситуацию или информацию. И исходя из этого, если мы имеем такой уровень управления, то достаточно просто с этим импульсом как бы работать, да, зная, что он универсальный, и получать уже универсальное управление, исходя из вашего, там, предположим, уровня задач. Таким образом, уровень задач, вот сейчас я постепенно привел к тому, что это уровень, который, может быть, не обязательно, чтобы он жестко и четко выявлялся, да, сразу в управлении. Может быть, в принципе, бывает гораздо эффективнее делать управление только по первичному схематичному уровню, то есть первичный признак информации, соответствующий какой-то, например, проблеме. Да? И в этой первой волне вы делаете управление, ну, более жестким, конкретным, там, более эффективным. Жесткость я имею в виду с точки зрения жесткой формы, то есть конкретного расстояния, конкретной последовательности чисел, например. И когда вы видите, что внешнее управление с точки зрения формирования импульса это тоже, ну, технология, в том числе как бы исходящая с внешней среды, то рассмотрев там на отдалении какие-то объекты реальности, ну, пусть природного типа, вы можете видеть, что переход от этих систем практически к вам, да, вот, например, этого светового уровня, то есть вход в систему ваших событий, это то, что вы практически самостоятельно же пропускаете. То есть внешний свет, свет управления, это часто структура, которая такова, что вы же, во-первых, на каком-то уровне воспринимаете этот свет, ну, я имею в виду не физический свет, да, а на каком-то уровне вы еще пропускаете дальше. И вот в глубине души, на самом деле, в структуре принятия решений существует именно уровень адаптации внешнего импульса света, каким образом, например, свет, идущий извне, попадает в ваш уровень восприятия. И здесь получается, что все достаточно как бы просто здесь выглядит, что если значит, мы начинаем изучать законы распределения этого света, мы начинаем видеть на уровне конвертации образа, на уровне восприятия этого образа, каким образом происходят такие фундаментальные, скажем, контакты с Богом, где Бог также ставит задачу такое же управление, что извне приходящая информация, она попадает к Богу как информация внешняя, да, например, но у Бога же стоит задача, опять же, такая, он должен создать эту платформу для приема информации. И получается, что, исходя из этого, раз такая платформа необходима, вы начинаете видеть, что любая внешняя информация от любого объекта, чтобы попасть в автономную область, она должна иметь только ту форму, которую она имеет в физическом восприятии, в физическом зрении. Тогда получается, что перевод уже, значит, информации в вашу систему, да, восприятия, это есть фактически наиболее гармоничный уровень через форму человеческого тела, и тогда по переходу к этой форме можно всегда знать о событии. Вот именно то, что в этой системе нужно диагностировать события. Причем не на уровне, например, какой-то, ну, просмотровой, что ли, логики, а просто-навсего работая таким образом, что вы постоянно работаете в сфере околоинформативной даже. То есть вы не даете негативной ситуации реализоваться. То есть тянете время, делаете управление так, что негативный уровень, он, в общем-то,
практически находится на каком-то отдельном спектре, да, он может быть там сложный, усложненный, но тем не менее вы всегда этот уровень от себя отделяете. Вот поэтому в одноимпульсной системе управления именно отделение негативного уровня — это специальная задача, которая включает там контроль внешний, да, потом включает в себя ту систему управления, что вы видите, например, ну, такое свойство, что кроме того понятия, что необходимо контролировать, еще вводится понятие пролонгации, развития. И вот когда комплексная ситуация сформирована, при этом вы можете не выражать окончательного мнения, значит, вы приходите к пониманию того, что любое действие действительно имеет в созидательном аспекте всегда бесконечное развитие, даже действие. И когда мы начинаем реально выходить на структуру бесконечного развития, то получается, что именно переход, да, перевод этого управления в структуру вечного развития как бы из самой вечности создает следующее свойство вечного развития, что если мы возьмем, ну, там, из прошлого, да, или из текущего времени какой-то элемент там, именно физический, например, там кусочек какой-то стены там у здания будет отломан где-то, и вы видите, что этот кусочек, там, ну, пусть он там 5 грамм весит, мы при переходе как бы видоизменили первичную форму, если это была там фотография, да, и тогда получается, что изменение формы должно все-таки приводить к ускорению, к управлению. И вот здесь вот такой простой пример. Если человек там общается как-то на уровне мышления с элементами реальности, то получается сам механизм общения, он один, это сам человек, а при этом разные элементы могут давать другой подход в понимании этого плана, да, то есть каким образом происходит само общение. И получается, что исходя из этого мы очень четко видим следующую позицию управления, что любое управление совершается лично вами. Это один из постулатов формирования единого импульса. То есть никакое управление не может быть там реально по существу совершено кем-либо извне. Значит, если лично вами, у вас есть специальные мотивы. Кроме логических мотивов, ну, могут быть информативные, да, ситуационные так называемые, но тем не менее ситуационное управление — это тоже определенный путь к какому-то событию. И получается, что если мы вот этот путь, да, к этому событию любому начинаем, предположим, реализовывать так, что видеть все другие события, то вот этот конкретный путь — это частная задача, и он достаточно просто реализовывается. Его даже, может быть, не обязательно рассматривать там и так далее. То есть достаточно сделать более общее управление и получить результат. Поэтому вот в системном уже общем управлении, то есть в системном формировании этого единого импульса управления, важно, чтобы действие управления всегда имело результативность, которая объективизирована либо вами, например, либо там, ну, какими-то внешними протоколами. И когда вы начинаете делать управление таким образом, что в том случае, где есть протоколы и нужно кого-то там убедить, да, что эта работа проделана, то значит это фиксируемая часть. Если это, предположим, ваше личное действие по макроспасению или там, по личному уровню спасения, то это часто не должно отражаться в каких-то системах социальных. Поэтому получается, что если вы ставите систему управления такую, что в едином импульсе управления вы должны сформировать еще и, например, дополнительно как бы задачу управления, потому что единый импульс, он включает в себя и задачу. Чуть дальше от импульса задача как таковая исчезает, уже потом получается. Он же автономный, мы все время работаем с автономной системой, то именно на духовном уровне, там, где душа человека соответствует, например, уровню, так скажем, бесконечного, там, вечного развития, вы видите, что структура вечности, она такова, что если вы, например, ну, постараетесь эту структуру увидеть как структуру развития свойств, да, каких-то природы или там, ваших личных действий, то получается, структура вечности содержит достаточно много уже известных архивных систем информации, которые могут быть эти системы полезные, но в принципе может быть так, что это просто информация, и вы четко понимаете, что лучше следовать своим данным. Да? И вот этот уровень, собственно говоря,
когда приток от системы реальности, ну, некой информации не выводит вас из структуры дела, там, вы продолжаете спокойно работать, вы практически все время стараетесь, например, выявить, в чем задача вот именно управления в динамическом импульсе в данном случае, если так рассмотреть, то видно, что сам динамический импульс управления именно в структуре одноимпульсного управления, это есть то, что происходит, опять же, внутри системы. Да? Но если его сделать более-менее прозрачным, то динамическое управление обладает тем, что свет от управления попадает в другие системы. Но ведь, по большому счету, свет через какие-то системы больших связей всегда попадает в нужную точку. И получается, вот этот уровень, даже при сложном как бы состоянии техники, загруженности, можно всегда провести линию, которая бы передавала сигнал в оптику управления, то есть визуализировала, и получается, что можно было бы тогда совершенно четко увидеть, что мы имеем, ну, в плане, что ли, задач. Вот именно формирование задачи – это как бы следующая задача, да, в поддействии, это все-таки специальная величина. И вот если мы в поддействии, то есть задача поддействия, начинаем, например, делать управление таким образом, что получаем из разнообразных систем одноимпульсную систему в плане, предположим, отдаленной прогностики, да, или в плане тактических действий, то получается, что вот от сама одноимпульсная система, она прежде всего нужна для того, чтобы все-таки и ускорить управление, кроме естественности ее развития. И вот когда мы говорим об ускорении такой технологии, да, используя такую технологию, переводя в один импульс, мы должны четко видеть, что чем больше событий мы сделаем в единицу времени, тем, получается, более плотной становится внутренняя система. Это может быть как некое там действие по, значит, восстановлению там здоровья или оздоровлению, и это может быть действие, в принципе, связано с тем, что вы просто прослеживаете систему развития как бы через структуру своего мышления, и при этом одновременно структуру формируете. То есть умение сделать таким образом, чтобы вся внешняя информация была универсальной, и чтобы вы не сказали, не сделали, все равно все выльется в лучшее русло там, да, для вас, для окружающих вас людей, там, для всех людей цивилизации. И как бы здесь, когда мы начинаем делать такое управление, что нам нужно вот именно позицию по всем людям цивилизации сделать такой же, доступной вот этому универсальному вопросу, мы должны этих людей обучить, то есть передать им систему знаний, которые позволяют им формировать такие импульсы уже внутри как бы, ну, более общей системы. Да? Потому что как только люди объединяются, получается, что здесь начинает возникать некий контур внешнего управления, который начинает как бы заниматься управлением, ну, как бы сам по себе, что ли. Издалека это выглядит как просто движение информации, реализация каких-то событий. Но здесь можно в корне посмотреть, откуда вообще события берутся. То есть здесь можно очень четко увидеть структуру, так скажем, развития событий, при которой, значит, вот понятие «откуда», например, или же там «для чего», вот эти вот понятия очень четко, если есть время, можно просчитывать в такой системе управления за счет автономных блоков. Как бы. Откуда логически может быть понятно, да? Прогностику лучше сразу сделать, и чтобы делать прогностику по событиям, достаточно сделать следующий уровень управления, что, например, мы возьмем 3 подряд восьмерки, да, и вот именно если мы хотим в другом случае, ну, если, например, 3 восьмерки означают позитивное действие, то в другом случае мы не можем напрямую использовать 3 восьмерки, то есть мы либо меняем фон, там, либо меняем число, да, например, и когда мы принимаем какое-то решение, что лучше поменять, например, какую структуру управления ввести, то здесь очень важно видеть следующий как бы, ну, уровень причинно-следственных связей, что любое управление, так же, как делает Бог по аналогии с тем, как может делать там, любой человек, любое управление, все-таки это все равно цель, там понятно. И вот создание автономной системы, это, в общем-то, достаточно сложная часто задача, где импульс именно один. Потому что импульс должен учитывать в ограниченной среде все явления, которые разбросаны, например, в пространстве. Вот. И когда мы начинаем такое управление делать, ну, скажем так, наиболее интенсивно, наиболее
продуктивно, то все импульсы, которые именно сосредоточены в пространстве, вот сейчас я даю как раз такое управление больше за счет структуры, даже иногда не словесного бывает типа, а как бы управление, например, духом, да, душой, сознанием, то получается, что мы можем сжать все события одновременно внешнего мира, структуры единого импульса, и одновременно все свои события вывести и как бы наложить, сделать взаимодействие. И вот эта сфера опять она открутилась и опять пошла в управление, то есть опять она реализовалась. Одновременно событий ваших и внешних. Так что вы сделаете такое управление, и с точки зрения Бога покажите, что все ваши события, которые у вас есть в одной сфере, они произошли, можно так рассмотреть ситуацию, одновременно с другими событиями там, текущего времени. И посмотреть, какие конкретно, хотя бы пару событий. Или вспомнить. Поэтому сделать такое управление, одновременность, так скажем, да, в кавычках, может быть, или напрямую, то вы увидите, что эффект очень часто существенный. То есть бывают случаи, когда только так можно работать. Поэтому сделайте вот это управление, я с вами поработаю. Желательно, чтобы первичный ваш уровень, ваша сфера, это совершенно была четкая информация, что вам нужно конкретно. И потом обратите внимание, вот в сегодняшней лекции, когда в части семинарской, так скажем, делает само управление, то я все время вывожу больше волевую систему управления. Вот именно показываю, что надо просто управление строить, делать, то есть стараться делать так, чтобы управление развивалось постоянно на уровне, который является близким к уровню естественного состояния. То есть если просмотреть, что я даю, например, какие-то методы, некоторые только даю начальный уровень совершенно, некоторые только определенным уровнем какого-то пласта управления, то здесь видно, что чем мы больше занимаемся управлением, тем точнее стоит задача все-таки выявления вот этого некого такого внутреннего параметра, когда управление происходит всегда. Ну, то есть естественное состояние человека фактически. Можно много делать управленческих систем, но вывести к естественному состоянию, когда ничего не угрожает конкретному человеку, да, реализовывать технологии вечного развития, вот эта вот ситуация такая, что в принципе там, при исключении всех возможных там, тривиальных, вообще каких-то необычных угроз, не обязательно, что это даже конкретный человек или речь не идет о том, что это было произнесено там, в отношении конкретного управления, да, или человека, то получается, что здесь можно видеть, что все время формируется некий потоковый такой уровень своеобразный, который сопоставим с тем, что соответствует по форме, по структуре как бы даже материальной среды обычное человеческое сознание. И сознание находится в определенном уровне, неких таких иногда воспринимают как поточный уровень, или состояние там спокоя, как бы реализованное, да, именно состояние, которое выходит из структуры покоя. И получается, что мы здесь видим такой статус управления, что если, например, мы хотим, чтобы осуществилось в любом случае управление в структуре вечного развития, значит, мы должны свое собственное состояние перевести в ту систему, что вот этот единый импульс формируется в структуре, получается, в том числе физического тела, и вот этот поток внешний, да, как бы некая поточная система, это тоже есть уровень, который реализован локально, то есть в структуре одного импульса. И, например, там, механически как-то взять и сказать, что вот это одна среда, другая, давайте что-то преуменьшим. В структуре спасения реально ничего преуменьшить нельзя. И, например, кстати говоря, такой показательный практический момент существует. Вот как только начались, предположим, там какие-то негативные публикации по структуре учения, там, или про меня лично, вот там в газете, предположим, «Известия», очень сильный приток пошел именно в партию «Друг». То есть, если там речь шла о сотнях, например, до публикации, то после публикации сразу же на тысячи пошел счет. То есть очень много людей
стало быстро как-то ориентироваться и входить в партию. То есть получается, что вот они восприняли вот этот уровень управления, ну, своеобразный, как бы таким образом, что вот этот, ну, если на один уровень потока, поточного, так скажем, управления, когда концентрация – это и есть единый импульс, то есть вы, внешняя среда и, предположим, система действия – это все единый импульс, да, вы не делаете различий в структуре, и держится управление, макрорегулирование происходит моментальное. Если какой-то там всполох или что-то не то, ну, по типу там публикации, да, каких-то негативных, моментально идет некий такой как бы компенсирующий уровень, и причем он как бы сам по себе происходит, без каких-либо призывов и так далее. И начинается действие практически мгновенное, ну, как бы уже на физическом уровне, да, то есть поточность держится в этой же точке единого импульса, но она как-то держится сейчас за счет социальных систем. То есть можно работать, значит, либо управлением, либо социальными системами. То есть главное держать вот этот импульс макроспасения, например, в одной форме, в одной точке, в одном месте. И, кстати, для оптимизации управления можно часто видеть, ведь сегодняшняя вот лекция все время вел как бы возле этой управляющей волны, ну, проговаривая какую-то часть управления, я вывожу опять на структуру управления начального типа. То есть фактически я все время говорил возле одного геометрического места, там, разными словами, не касаясь, да, области управления. И, значит, если мы имеем, ну, задачу уже сформулировать и жестко зажать смысл управления, а потом, предположим, вот это вот управление сформулировать, и его, например, поставим задачу, все-таки давайте этот импульс, ну, в конце концов, в какую-то сферу его все-таки введем. Да, мы рассмотрели систему потоков, но что-то давайте вот сконфигурируем конечное, да, например. Пусть он будет выглядеть более понятно, да, например. Ну, мы захотели сделать волевое решение. Но здесь получается, что воля все равно сводится к структуре именно фундаментального действия. В едином импульсе все макроскорости находятся. Значит, на каком-то уровне мы все равно воспринимаем это как скоростной поток. Если единый импульс, значит, все системы управления находятся внутри, значит, получается и скорости тоже там максимальные. И исходя из этого, вот скоростная характеристика потока все равно существует, например, на уровне души. А душа – это статичная система, как правило, человек воспринимает первично так, душу свою именно в действии, да, что это спокойная, статичная, и в оптике даже проявленная как оптика некого там спокойствия действия. Получается, что мы все равно переходим к тому, что волевое управление, вот этот единый импульс, это то, что вообще сформировано в структуре фактически физического пространства. То есть каждый уровень физического пространства, кроме человека, человек это опять же целый мир, да? Там все заново, а вот просто пространство, воздух и так далее, или там вакуум, это структура концентрированного единого импульса, где вот как раз-таки вот выделение формы – это уже возможное действие. Потому что форма сопоставима с физическим действием. То есть мы можем выделить форму, когда есть физическое действие. Вот почему мир создан там, физическим, да, таким реальным, что именно выделение формы, то есть управляющей области как таковой, позволяет построить физическую реальность и строит реальность. Какие-то происходят природные действия и так далее. И вот Бог так построил мир, что все-таки единый импульс – это в том числе и отсутствие формы, в том числе, да, бесконечная форма, и выделение каждой локальной формы, когда мы смотрим на какой-то объект управления. И так же делает Бог. Когда Он смотрит, Он и собирает объект, получается, или там создает, так скажем. И когда вы приближаетесь в управлении к этому уровню действия Бога, то есть Бог делает так, и вы одновременно видите форму, и в действии вы получаете импульс один, он и есть единый, да, то все, вы действуете точно, и, соответственно, любое управление тогда у вас происходит, ну, как бы, часто даже, ну, в общем-то, как бы даже само по себе. Вот это вот не то, что легкость, а некая насыщенность управления, это есть вот в данной технологии управление через единый импульс. Даже, возможно, без формирования формы. А только за счет того, что все время
на нем находитесь, вы в нем находитесь, вы можете его проговаривать, можете выводить в управление, воспринимать или там не воспринимать. Главное, что вы работаете концентрированно именно через эту технологию. И у вас идет реализация всегда как бы в сверхскоростях, в сверхдинамике, что позволяет часто очень быстро реализовывать, там, предотвращать часто достаточно, кстати, глобальные катастрофы, если у вас есть время, там, то и локального уровня тоже, и так далее. И так как задача, чтобы не было вообще никаких катастроф, то получается, что мы имеем управление такого типа, что это в том числе и достижение частных задач, потому что сверхвысокие скорости, импульс один, нет сопротивления получается. Тоже одно из свойств. Можно проанализировать, найти массу других свойств в этом управлении. На этом я сегодня семинар заканчиваю. Спасибо большое.